с ладони, как побеги нежные. И этот рай должны мы вместе уберечь. Среди листвы ласкает взгляд надеждою, тепло простых и самых нужных встреч. Здравствуйте, уважаемые наши зрители и подписчики. Персонально не приветствуем, но вот с такой красоты мы начинаем наш новый обзор. Мы находимся недалеко от Джирона. Как вы знаете, мы еще находимся в отпуске в Испании. Пока нас еще не выгнали отсюда, но скоро, может быть. Вот, начинаем с вот таких красивых. Посмотрите, это трацина. Вот так ее можно обрезать. У меня вот такая есть, растет она прям кустом. А вот так, если обрезать, то, наверное, что-то получится. Видите? Очень красиво. А это вообще бесподобная красота. Она как будто искусственная, но такая красивая. Я сначала подумала, это искусственная. Но она очень красивая. У нее ствол такой весь ребристый, такой, как с варигатности. И вот калатеи нас встречают. Калатеи. Красивые. Вот такие они огромные, может быть. Тоже побрызганные, видно, от всяких пассажиров. Ну, там я видела, девочка ходит и прям брызгает сверху на все растения. А вот такие не хочешь дома делать? А я не знаю, что это такое даже. Это какое-то водное растение. Вот. А это вот в мху, пожалуйста, растет орхидея. Сингониум подарочный. Видишь, это сингониум похоже на пикси. И вот такие вот ракушечки. Видите, это настоящие суккуленты. Как так можно сделать? Ну, красота вообще, правда? Правда. А это вот они настоящие. Настоящие. Я сначала думала, что искусственные, а потом туда-сюда, оказывается, они настоящие. Вот, ну тут же с ракушками, наверное, проблем нет. Дефицита А вот какая большого. ракушечка красивая, да? И вот звезда. Звезда в шоке. Ну и тут разные растения, которые находятся в стекле. Мох и растения. Видите, даже закрытые, при закрытых. Ну, цена, конечно, 63 евро. Вот так открыл, наверное, чуть-чуть они подошли, опять закрыл. Ну и тут вот калатеи и разные-разные фито, как, забыла, как они называются. Мы в отпуске, простите нас. Вот, пожалуйста, планта. А что за планта? Сколько стоит, непонятно. Видите, вот тут вот указывается, как можно это все делать, сажать. Вот тут находится грунт. Это сфагнум мох. Потом вот такие камешки и немножко этого хумуса. Вот это тут я не знаю, что за камни. Разные. Видите, хумусы. И вот, пожалуйста, стендапсус сингониумом в бутылке, в этой баночке. Можно дома в 3-литровую баночку поставить, и он будет расти. Ну и тут вот эти вот орхидеи. Мы всегда их показываем. Цена им, как всегда, 64,99. Цвета красивые. Извините за посторонний шум. Ну, испанцы, они очень эмоциональные. Они говорят громко. И быстро. И быстро. Вон какой антуриум красивый. Расцветка, посмотрите. Очень красивая, такая необыкновенная. Вот девочка ходит, поливает их. Антуриумы белые, зеленые. Вот это телансия. Вот это вот телансия. Ну так, ничего. Вот они сейчас или отцвели, или хотят зацвести. Вот это красота. Да. Особенно во влажном состоянии. Да, так, фотоэстетично. Ну и тут вот эти наши любимые маленькие, красивые спатифилумы, беллини. 14 евро стоит. Пойдемте дальше. Ну а дальше вот аглонемы нас встречают.
Вот зацвела аглонема. Сколько же аглонемы тут стоит? Ого, 20 евро. Ну, а чего? Оно так и у нас стоит. Вот это тут хороший, но он вытягивается. Вот эти все по 20 евро аглонемы. Название не буду говорить. Ну, вот это вот красота, конечно. Калатея, круг, Тасамия. 27,99. А вот это я знаю, ананасы валят. Ну, молодец, Игорь Иванович. Глянь, какая фигурка красивая. О, Никого тебе не напоминает. Это всем дочери надо купить такую. Кротоны, пожалуйста. Тут написано, что они выдерживают даже 10 градусов температуру. Высота от метра до 1,50 м. Поливать их раз в 2 недели. Солнечное любят. А вот это я не знаю, что по их. Это Петри. Этот кротон Петри называется. Очень хороший. И сколько он стоит? 16 евро. Ну и тут разные диффенбахи. ну тут Тоже. Жеронивали цены немножко выше, да? Да я бы не на все, не на все, я бы не сказала. Ну, я думал, аэропорт рядом, тут такое движение. И вот такая красота, посмотрите, какие стаканы. 9 евро стаканчик один. Морская тема, естественно. И подносы, и рыбки вот такие 9 евро. Жестяные. Ну и такие женщины. Ну, Купа. морская тема тоже, да? Кораблики, пожалуйста. Лампочки. Ну, вот такое украшение стола. Видите, как красиво украшен стол, да. Ну, отвлеклась. Вот такая монстера делициоса. Она выдерживает даже 10 градусов. Тоже поливать ее 1 раз в неделю. Не прямое солнце. И может вырасти до 3 метров высоты. Ну, у нас дома вот такой высоты, по-моему, правда? Да. Мы ее недавно пересадили. Вот такие маленькие можно купить и потом мучиться с ними. Вот она уже воздушный у нее этот корень. Сколько стоит? Ну, здесь дороже, чем он даже где-то, наверное. Цены нету. Ну, неважно. Покупать мы ее все равно не будем. Вот такие вот монстеры. Это похоже на тайское созвездие, но вот это, по-моему, не тайское. Очень сильно. Чем отличается тайское созвездие от обычных варигатных монстер? Тайское созвездие не уходит в зелень. В этом ее ценность. Если вы купите, допустим, Альба, там монстера Альба или еще другую, она может уйти в зелень. А это не уходит. Она вот как есть, генетически заложена, вот такая она и есть. Она стоит 23 евро, по-моему, я смотрела. 27,99. Вот это вот меня интересует. Красивая у нее окрас. И видите, вот там вот она так вот лист выпускает красиво. Я уезжала, моя монстера тоже, тайское созвездие, вот так лист крутила. Вот. Дальше идем. Что меня удивило здесь, очень слабый выбор сансеверий. Вы знаете, что я к сансевериям отношусь очень положительно. И вот такая цена. Посмотрите. 24. Если у нас в Швейцарии можно их купить дешевле. Это вот Лауренти. 23,99. Пожалуйста. Магазин очень чистый. Ну, шумно немножко. И вот такие маленькие. Это я присмотрела. Трисан. Особенно я присмотрела вот эту. Посмотрите. У нее окрас очень хороший, замечательный. И стоит намного дешевле, чем все остальное. Вот такая вот тоже. Это Трисан тоже. Сансеверия Трисан. Ну, это похоже на зеланику.
Муншайн. Муншайн, я разочаровалась в нем. Тоже тут написано Трисан. Стоит тоже 8 евро. И вот такая сансеверия. Вот она стоит 16,95. Верди. Сансеверия Верди. А вот это, Валя, замиокультус. Какой Игорь Иванович у вас молодец. Вот посмотрите, он все больше и больше знает Я с растений. каждым днем умнее, Валя, с тобой. И умнее. Да. Вот такие субстраты стоят специальные. Я не знаю, тут лилия нарисована. 2 евро. Это 5 литров, это очень хорошая цена. О, пожалуйста. Аспидистра зацвела. Как красиво. Очень красиво. И вот какая красивая. Это что за растение? Это похоже... Я такое не знаю. Это куркума. Господи, а я что-то Вот уже это напридумывала. Да, куркума. Съедобная, полезная, Валя. да. Ну и тут вот наши любимые цветы. Мы не проходим красивые орхидеи. Ни одной больной не заметила, но есть одна. Не буду показывать. Рядом продавец Ну, ходит. может, она не больная, а болезненная просто, Валя. И Наверное. выздоровеет потом. Ну и вот такие орхидеи тоже нас встречают. Но это не орхидея, а эпидендрум. Ну, тоже написано орхидея. Видите, какая маленькая, как цветет. Сколько она стоит? 20 евро. Вот, я еще, знаете, смотрите, заметила, очень красивая вот эта орхидейка. Цены у них тут 20 евро с чем-то. А здесь, вот посмотрите, мы еще в садовом центре делаем вам видео об орхидеях. 26,99 орхидея. Посмотрите, замечательно. Цвет очень красивый, листьев у нее. И вот так цветет. Это похож на башмачок. Вот, ну, листья интересные. 26, ну, полить надо. Полить, ребята, прям срочно. Видите, вот листья у них. И это вот будет так цвести. Красиво у нее вот это вот зеленое, вот эти полосы. Мгм. Ну и дальше вот посмотрите, какая красота тут. Вот это одиночные орхидеи. Так и написано зинголо. Не жиголо, а зинголо. Ну, тут эти разные. Мгм. Вот красивая какая орхидейка. А вот такую я еще ни разу не видела. Сиреневая, посмотри. Ну, синий это подкрашенный, понятно. Каланхоя. Нет, там, наверное, в полив что-то добавляют, Валя. Да, ну вот И начнем поэтому подкрашивают. с бегонии. Вот это пеперомия, вот бегония. Цены не буду говорить. И тут вот эти вот калладиумы. Замечательный цвет у калладиума. Калладиум стоит здесь, если сказать, 15-16 евро. С учетом того, что на зиму убирают листья, но, правда, не у всех. Если у кого есть флорариум, он растет вот так. А так он закрывает все листья. Вот. Вот это, по-моему, такая камелонема, или как ее там называют. Да, камелонема камуфляж. Стоит 14 евро. Красавица. Ну и дальше тут у нас идут различные. Уже не буду я ваше внимание акцентировать. Смотрите, все маленькие пальмочки, фикусы и так далее. И что мне понравилось, это, что они увозят, пилея, горшки. Очень сравнительно дешевые горшки. 95 центов белый горшочек. Ну, это так хорошо. Да он пластиковый, Валя, он так и должен стоить. Да. Дальше поворачиваемся, Игорь Иванович, то пропустим всю красоту. Вот посмотрите, как можно, почему я стремилась всегда бутылочки. Видите, какая красота. В бутылочках обыкновенная драцена растет и счастлива. Вот это вот калатея тут растет. Но вот что мне не понравилось, это вот хои.
Поставили вот в такие, Зайчика. в зайчика, и стоит теперь эта хоя 7,99. Это обыкновенная хоя, как ее напишем. Дальше Ну, вот Валя, зайчатина дорогая, но нынче. трехцветная хоя тоже стоит 7,99. И вот такая хоя с лицом, с отопыренными ушками. Вот так берешь, вот так. Хоя с лицом. 11 евро. Лицо, видишь, дороже. Ну, потому что фотогенично. А я хою не показала. Это варигатная хоя. Ну и тут дальше такие же. Вот 14 евро. И пошло, и пошло. Ну и дальше вот антуриумы маленькие стоят 10 евро. Калатеи Фузион Вайт стоит 8 евро. Марантовые. Это обыкновенные марантовые, они везде такой цвет. 4 евро. Дальше кротоны, пальмочки, хамидорея 4 евро. Папоротники. Вот этот маленький папоротник стоит 4 евро. За что? Ну и тут бразил. И вот такие растения. Что мне понравилось? Тут намного дороже, вот как у нас этот сфагнум мох. Вот смотрите, вот такая пачечка стоит 17 евро. Ну это вообще это очень много. Но что мне понравилось, вот такой замик. Замик стоит 6 евро. Хорошенькие. Ну, у нас так они стоят тоже. Нам, чтобы вести их. Дальше обойдем. Тут это вот драцены маленькие, стоят по 7 евро. Вот такая пальма, видите, она с этими, с какими-то кругляшками. Как картошечка. Не вытащу. Ладно, брать все равно не будем. Вот это филодендрон виолин. Но я вам скажу, это такое. Но тут написано принцесса, но это не принцесса. Это головная боль. А, не принцесса, а любая принцесса головная боль. Да, это Биркин. И вот пинк-принцесса. Тут она называется тоже пинк-принцесса. У них столько уже названий. Ну, красивая, да? Вот красивая, белая. Вот это у нас агланема, пинки, промиссе, 3,99. Ой, красивая. Вот такая агланема. Сейчас мы ее покажем. Это агланема миксет. Центар, что-то такое непонятно. Калатея. Вот это камуфляж. Это кто у нас? Агланема пиктус триколор. Это агланема. Дальше у нас идет, как он называется, фарн. Тут все одинаковое. Сейчас я вот... Папоротник, Валь. Да, папоротник. Асплениум миксит. Вот на таком асплениуме у меня поселился щитовка. И я сейчас вот ядом набрала, не знаю чем. А там мне в одном садовом центре рассказывают, что их надо пальцами давить. По-другому никак. Вот такой варигатная, красивая церапегия. Вот такие обыкновенные. Цена 5 евро все. Пеперомия. И вот такие вот красивые цветы. Это хани. Сансеверия хани стоит здесь очень дорого. 5 евро она не стоит этих. И вот такой вот цилиндрика, или как его, 7 евро. Я такой у нас за 4 евро покупала. Пересадила очень благополучно. Ну, а это для закрытых бутылок можно купить. И вот такие алаказии здесь. Это серебряно. 6 евро. Это поли. Алаказия микс, центре верде. Тоже 6 евро. Это красивая алаказия, но она настолько противная. Противная. Название у нее противное.
И тут вот это вот еще шкура дракона. Дальше посмотрим, может попадется мое, что я ищу. А ищу я очень много. Ну и тут вот разные колотеи. И смотрите, очень красивая, очень красивая. Вот это вот колладиум. Очень красивой расцветки. Очень. Привлек мое внимание. Тут вот еще красная расцветка, белая. Покажи, Игорь, ближе. Вот такая белая, вот такая розовая. Можно вытащить, вот так показать. Посмотрите, какие есть. Вот такая. Вот эта зеленая, прям мощная. Посмотрите, сколько у нее ростков. Все стоит 6 евро. Проще клубни выписать, наверное. Колладиум микс. И вот такой вот зеленый с красным, белый такой вот, красные, бордовые, разные расцветки, очень красивые. Мне понравился вот этот, 6 евро, и вот этот, естественно. Вот. Дальше фикусы, вот эти 7 евро. И это у нас бегония, разные цветом. Можно посмотреть, это бегония, по-моему, королевская, как ее еще Рекс называют, 5 евро. Видите, выгнали. Вот такая красивая. Ну и там все одинаковые. Красная очень красивая, но ее загнули. Вот, лист аж переливается, правда? Красивая. Да. Угу. Ну и вот такая пеперомия здесь. И вот такая пеперомия. Это 2,99. А это стоит пеперомия 3,99. Но окрас очень красивый. Очень. Мне очень нравится. Но она разная. Есть вот такая еще пеперомия. Видите? Но она растет в длину. Конечно, это за ней надо глаз да глаз. А бывает, глазов не хватает. У меня же, говорит, не, как внук наш говорит, у меня ж не 5 руков. Да. А тут у меня ж не 5 глазов. О, серебристый антуриум. Видите, вот он почему погибает? Он вон в мешочке стоит. Видите? И все, ему приходит этот 70% уценка. Понятно, что, видите, вот уже. А 70 это сколько он стоит? Не знаю. А тут, наверное, стоят на уценке все. И тут, наверное, 70%. А ну. 75-70 евро он стоит. 5 евро. Смотрите. Ой, Ну, тоже ему. поставь, не нравится. Ну, конечно, а кому он нравится? Мы же показываем зрителям. Может, скажет, а я подкупила, чтобы спасти растения. Потому что очень многие наши зрители спасают растения, покупают там пятерочки или еще в каком-то магазине убитые растения, потом пересаживают, грунт меняют, удобряют. Это большая работа. Ну вот я вам за такой филодендрон и говорила. Это действительно филодендрон, головная боль называется. Вот, вот антуриумы. Видите, какой красивый антуриум. Это алаказии разные, вот это антуриум. Они все стоят в торфяных горшках, мешочках, и поэтому они пропадают. Видите, листья как пропадают. Поэтому я пересаживаю. Видите, он аж вылез. Он говорит, поменяйте мне. Видите, корневая гибнет. Вот они, показатели со стороны листа такие. Это проблема с корнями. Все. Дальше вот такая алаказия мне что-то так вот приглянулась, но я тоже не уверена в ее качестве, потому что она, даже паутина она не... Это драгонскали, красивая, но она... И вот, как у меня растет большой, это называется медридиум, ну что-то такое. Он растет на штанге, замечательное растение. Тут вот даже палочка была. Но она уже сгнила. 8 евро. И мидриум. О. Ну и тут вот пикси, монки маск. Очень хорошие растения.
Ну, тут некоторые, сказать, растения вау, ухоженные, а некоторые вот, это ж надо его Не совсем, да. снять, мешочек, и ты снимаешь, да, Игорь Иванович? Да. Вот субстрат для бонзаев продается. Сколько он стоит? 2,25. Я все Игоря Ивановича уговариваю, делай себе бонзай, это ж так интересно. Вот такие огромные бонзаи вот стоят 280, Игорь. А если он еще 100 лет, он передаваться внукам будет твоим, то Будет уже Да. не 180, а 200. вот алаказия тоже. Я когда-то смотрела, это называется алаказия Вентли. И я смотрела на нее, на маленькую, и я еще думала, какая она будет. Вот такая она будет, огромная. Ну вот тут драцены, монстеры. Драцены. Красивая вот эта драцена, мне понравилась, серебряная. А вот глянь. А, тут висячие. Смотри. Подожди, это филодендрон скандес, Бразил. Вот такой вот. Это эпипремнум. Они тут называют подхос. Ну, подхос пока выговоришь. У нас, кстати, в швейцарском языке «х» это вообще звучит смешно. «Х». Вот так. И вот такая красота, посмотрите. Это же красиво. Вот он начинал с маленького листочка и закончил огромными лопухами. Посмотрите, какой лист. Вот, моя рука и грязная, как всегда. Ну, я садовод. Все Ну, тут понятно, Валя. руками. Вот такие У тебя вот. же должна под ногтями грязь всегда быть. Посмотрите, какие красивые горшки. 4,25. Ну, вообще оригинальные. Ну, это жестяные, конечно. Тут все из жести. Ведерки, Оля. Вот тебе за водой бегать. Или вдруг пожар, пожалуйста. Раз. А вон какой красивый. Farmers Market 1920. Очень красивый горшочек. Под Да. пальму. А вот искусственный я купил, не надо ни поливать, ничего. Ну-ка, Валя, что здесь? Ой, а тут, Свежий, это стрелиция. хороший воздух. Как ее называют? Стрелиция. Ну, прочти вон. Нет, тут их нету названий. Реджина, во, я вспомнила. Все ясно. Теперь. В отпуске мозги не работают. Они и так-то не работали, а тут и... Вот 5,99. Диплонения, гибискусы. Я там заметила лимон, называется рукобуды, то, что я всегда страдаю за ним. Вот такие, я помню, в России у нас росли на клумбах. В городе идешь, сельвия пермела, коралл. 1 евро 60. Вот. Так, Вон там кактусы твои любимые, Валя. красиво тут как, свежо, Можно тут посидеть. банан. Кофе можно или нет кофе? Нет, здесь нету кафе. Да. Оливковые деревья. Ну и тут вот петунии разные. Красивая петуния, вот это розовая. Ой, это она упала с нее. Петун написано. Ну это мужского пола, Валя. Он сколько отцвело уже. Поэтому вот и руки грязные у меня, что я все... Вот такой вот кактус, красавец наш. Вот такой у Варигатный. тебя когда-то погиб, Валя. Да. Вот такие вот еще. Вот декабристы. А вот агава. Листик хороший. Алоэ вера, не зацепись. Вот красивые адениумы. Адениум стоит 18,95. Вот этот адениум стоит. Кактус красивый. Цветет желтеньким, как красиво, да? Оригинально. Ну, да. И сколько он стоит? Ого, 10 евро. И вот огромный кактус, прям как я люблю, чтобы жирненький был. Дальше мы полезем по прилавкам. Полазим, не полезем. Значит, что красота. Вот такие на улице кругом растут тут. Я вот заметила, вот 3,45 стоит вот такой вот
кинжал. Вот посмотрите, здесь цены нету. Я не знаю, что почем. Но тут разные кактусы смешаны с суккулентами. Ну, понятно, Валя. Кактусы всегда столько видов. Да, ну вот это Мелких, вот будут так что- дешевые. Порядка, может быть, 1 евро. Я не знаю, тут цен нигде нету. Вот эти все Нет. по рублю, наверное, да? Ну, я же говорю, наверное, по 1 евро, потому что вот он зацветает. Ох, не вытащить. Вот, рожки, Это глазки у него, Валя. глазки. Дальше вот такие. Тут это опунция. И тут вот и хиверии разные. Глаза разбегаются, но пока я увидела вот такой аденю. Тут сколько стоит? 22,90. Ну, Ой, это Валя, вообще. пойдем дальше. Вот, пойдемте дальше, Игорь Иванович. Чтоб Игоря Ивановича нельзя расстраивать. Так, тут все, эхиверия. Красос называется. Красула авалата. Ну, тут каланхоя вот это вот. У бабушек наших росло. Вот это вертолет, я называю тоже красула. Сколько стоит? Непонятно. 6 евро. Вот красавец. Вот коллекционное что-то тут. Пеппероми. Что она коллекционная? Что это ради она коллекционная? Нет, это не коллекционная. Это просто бумажка от нее. Вот такая вот вертолет этот вырастает. Красула большая, видите? Вот. Такой вот. И вот пеппероми. Вот. Церапегия. Сколько церапегия стоит тут? Засохшая. 16 евро. Ну да. Ну это в городе, понимаете? Вот эти цены в городе. Выезжаешь за город, уже ничего не стоит. Вот такой 13,50. Коралл. Ну да. Рабочих много здесь. Да. Вот, работниц тоже Да. очень много. О, красиво как зацвел. Красивый кактус зацвел. Посмотрите. А, вон, да. Как красиво. Похож на цветок хвоста обезьяньего. Вот еще такое вот. 8,75. Хумата. Хумата. Ну, в общем, короче. Лапки заячьи. Если 95, это дешево очень. И тут пошли висячие кусты. Все на балкон. А вот какая красота, Игорь. Посмотри. Разный цвет. Что это за растение? Посмотрите. Трахелоспермум. Трахелоспермум. Красивый. Вот так на балконе поставить его, повесить, он будет... И вот они одинаковый сорт, а только разный цвет. 6,90. И вот еще такой цвет. Желтый. То есть можно тут. И это какие-то тоже висячие. Ампельные. Так, колеса мы показывали уже всем. Тут ребенок, он бегает, покупает. Главное коляску катать. Мама смеется, мы смеемся. Вот. Ну и дальше идут тут пряности и грунты. Ну и деревья, естественно. Ну все. Надо ехать, Валя. Да, мы прощаемся. Хорошая погода, пляж Да. ждет, Пляж зовет. зовет. Да. Да. Все, До пока-пока. свидания. Зеленая комната, наш тихий рай, где сердце поет и не знает печали. Ты двери в наш мир поскорей открывай, который мы трепетно так создавали.